Здравствуйте, любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки. Отдельная благодарность огромнейшая за ваши комментарии. Спасибо за то, что делитесь своими жизненными историями, своим сокровенным со мной. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Чем вы привлекаете и влюбляете в себя? Сегодня мы постараемся узнать, собственно, что у вас такого есть индивидуального, яркого, чем вы привлекаете, можно сказать, людей, да, к себе, притягиваете внимание их и влюбляете. Не просто цепляете, а влюбляете в себя. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Если похожа сигнификация на вашу подругу, то есть смысл посоветовать подруге посмотреть это видео. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Да. Так, ваша сигнификация принцесса. На самом деле очень достойная характеристика, она сродни карте императрицы. В первую очередь это уважение к самой себе. Вы стараетесь уважительно относиться к окружающим, ну и к себе соответственно. Тут и внешние данные, интеллект, все тут в этой принцессе есть. Привлекательная внешне точно женщина. Просто тут как будто мне показано при действительно таких данных внешних, при потенциале таком, как будто вот, все равно что-то не ладится. Тут как будто вы бьетесь, знаете, как это, кто там, муха об стекло бьется, да, вот, извините, некрасивое сравнение. Такое у меня по вот этим картам ощущение, как будто бы хотите достичь желаемого. Какой-то у вас есть там, не знаю, какая-то цель, да, поставленная есть, вы стараетесь к ней приблизиться, к этой цели, может, мечта какая-то. А я вижу, карта невозможно, и в связи с этим расстраиваетесь. У кого-то невозможно это, в принципе, выйти за какие-то вот программки у вас есть, да. Не буду сюда родовые программки, в принципе, да, вот какие-то установочки есть, вот как будто бы внутри них вы стараетесь как-то действовать. Пока не получается выйти, как будто бы на более высокий уровень, то ли сломать эти же программки, как из матрицы из какой-то выйти. Ой, у кого-то тут карта зависимость, ну, тут мужчина и женщина, может быть, это опять-таки выбор каких-то партнеров, которые сами для себя токсичные, разрушительные, ну, плюс еще и вы можете в роли спасателя присоединяться, или, в принципе, вам с такими партнерами интересными, они как будоражат ваши, ну, не знаю, знаете, как созависимые отношения, это часто адреналинозависимые люди в них вступают. Может быть, с какими-то стабильными, классными мужчинами, в которых все размерено, и по-вашему это считывается как день сурка, вам с такими партнерами скучно, нудно и тоскливо, и вы, может быть, осознанно или подсознательно выбираете каких-то таких. Знаете, у кого-то это архетип плохие мальчики, да, у кого-то это, в принципе, человек, мужчина очень яркий, который лакомый кусочек не для вас одной, для многих, социально вкусный такой продукт, но при этом у которого ярко выражена какая-то теневая сторона. Ну, опять те же любые зависимости, вплоть до того, что мужчина не дает вам стабильности, не дает вам уверенности в нем, во взаимоотношениях этих. Тут как будто бы, вот я не могу понять, всем хороша женщина, но не дается ей желаемое, желанное. А тут показан выбор каких-то партнеров. Ну вот совсем не тех, которые для спокойной, стабильной жизни. Отчасти тут у вас показали ведьма, ведающая
обладающая тайными знаниями. Это у кого-то увлечение. Рядом стоит карта зависимости, и тут ведающая. Отчасти, может быть, это вас подтолкнуло, какая-то то ли больная любовь, то ли зависимость от этого человека, от какого-то человека. Может быть, вы уже сами понимаете, осознаете, что как замкнутый круг какой-то, из которого хотелось бы вырваться. Может быть, поэтому ищите ответы на вопросы, да, в психологии, может, эзотерика, таро, расклады. Показано очень много страхов. Сейчас у вас в чем это? Ну, тут скорее страхи, смотрите, ведающие страхи. Это, как можно сказать, постфактум уже. Может быть, с мужчиной вы то ли точки над «и» расставлены, то ли разошлись. Тут мужчину показали карта воин. Человек, который разрушает, который не выстраивает отношения, да, не особо не вкладывается в них, не творит что-то, не является творцом, а тут разрушитель. И вы просто по этим картам, вот я вижу, как будто бы у вас страх того, что вы вновь можете залипнуть, влюбиться. По этой карте зависимость, опять какие-то отношения войти с таким же типажом, с таким же мужчиной. Поэтому карта защита. Тут, видите, человек одевает все доспехи, закрыт с ног до головы. Тут как будто бы вы прекрасно уже осознаете, что может быть лучше даже где-то одной, чем с партнером, который вам будет причинять боль. Женщина пытается разобраться в самой себе, даже причину этих страхов, даже пытается докопаться, разложить все по полочкам. Молодцы. Тут не зря эта карта ведающая, я же говорю. Тут кто-то обращался и к психологу, и пытались сами разложить все, ответы на вопросы эти получить. Так, чем? Спрашиваю, почему горе горькое? Тут эта карта такая показана вас, как будто вы расстроены. Ну, потому что опять я тут воин вышел, я перетасовала карты. Потому что невозможно с мужчиной с каким-то построить отношения. Потому что, в принципе, показано, ну, видно, желанный был мужчина, и хотелось с ним какой-то результат, действительно. Тут как будто мужчина, наряду с тем, что тут и любовь, и боль, тут все вместе. Тут у вас вплоть до того, что ваши эмоции какие-то могли быть. Знаете, вот насколько любила, настолько же и больно было. Насколько вы его любили, может быть, где-то наделяли какими-то качествами, да, идеализировали, настолько же это болезненное было какое-то то ли прозрение, то ли осознание того, что а этот мужчина легко причинил мне боль, а этот мужчина меня как-то обесценил. Вот тут как-то, тут я не буду говорить, вряд ли тут ненависть с вашей стороны, вряд ли, но тут так подойдет тут выражение от любви до ненависти один шаг, а тут вот от такой сумасшедшей любви до ощущения какой-то такой боли, эмоциональной боли, ну тут как физическая, она даже может проживалась, эта боль. Почему-то мне так это карты показывают. Так, ну что еще хотят вас сказать? Ну, хотят еще сказать, что кто-то из вас все-таки ждет. Ой, находится как в плену тут собственных иллюзий, ожиданий, как в темнице, со связанными руками, и карта всадника. То ли этого мужчину все-таки вы где-то ждете, может быть, чисто мозгами. Если все отбросить, вы понимаете, ну не нужно, ты же сама у себя теряешь время, сама надежды себе забираешь у себя на какую-то более яркую, классную жизнь сейчас, в моменте, упускаешь эти драгоценные минуты, эти часы даже сейчас, сама у себя воруешь. Ну, а карта всадник все равно как ожидание какого-то мужчины, то ли на пороге, то ли в принципе в перспективе, то ли у кого-то даже элементарно, девочки, даже если не с этим мужчиной, это уже связано, если же переболела, если уже смогли отпустить, то тут в принципе какая-то позиция может такая проигрываться женщины, которая
может, живет не на полную, не старается вложиться там в полной мере там, в себя, в развитие, в бизнес какой-то, который там у вас там проекты какие-то, может, творческий проект. А все равно как будто подсознательно ожидаю, что в ее жизнь придет мужчина какой-то по этой карте, и ее жизнь изменится в лучшую сторону благодаря ему, наличию в вашей жизни этого мужчины. Тут вот говорят, я спросила, в чем вообще причина, почему, женщина, реально на вас это высокая оценка, принцесса. И так вроде посмотрю на вас, всем хороша, пообщается с вами. А тут я спрашиваю, в чем дело? Тут где-то может быть правда, как родовые программки какие-то. Или, не знаю, навязанная социумом. Знаете, вот такое еще есть, как будто бы. Женщина, если одна, то это не счастливая женщина. Нужно обязательно пару, нужно обязательно союз, а лучше замуж и много деток, да. Я утрирую, но тут вот такое что-то навязанное есть. Тут как будто бы между строком говорят, что вы сама по себе бриллиант, ценная. Знайте себе эту цену, не нужно давать шансы тому, кому не нужно их давать, и не нужно надеяться, что с появлением этого мужчины ваша жизнь улучшится. Да, не ждите чудес, чудите сами. Ой, ладно. Так, давайте. Чем вы привлекаете и влюбляете в себя? Чем вы привлекаете и влюбляете в себя? Прежде чем сделала расклад, хочу попросить вас, подпишитесь, пожалуйста, на канал и поставьте лайк. Для вас это мелочь, а мне приятно. Я для вас стараюсь. Спасибо. Так, чем вы привлекаете и влюбляете в себя? Чем вы привлекаете и влюбляете в себя? Чем вы привлекаете и влюбляете в себя? Так, начинаем. Так, эти карты сюда. Ух ты, а что это у нас тут? Такие карты. Ярость. Новость. Чем вы привлекаете и влюбляете в себя? Угу. Вот у меня вышло то, о чем я говорила. Сигнификация принцессы, я вам сказала, это идентично сродни императрице. Вот вышла у меня императрица. Можно было одну эту карту открыть и больше ничего не открывать, да. Так как императрица, давайте я вам скажу. Видите, тут именно Манария, эротическая колода. Я для того, чтобы разнообразить, вытаскиваю разные карты из разных колод. Тут императрица в Манаре, это женщина, перед которой мужчина преклоняется. Сочетание наилучших качеств. И темпераментная, она страстная, и в плане это сексуальности, и в плане, в принципе, харизма, энергетика. И с интеллектом все в порядке. И мамочка хорошая, заботливая хозяюшка, и денежку умеет заработать. Не пропадет женщина на самом деле. Тем более мне вот это вот странно это считывать. Как странно, я все это понимаю. Дело в том, что у вас такие характеристики, правда, если возле вас, знаете, мне так кажется, что вы просто то ли страх, правда, остаться одной, то ли страх, как будто бы вообще как будто без мужчины какого-то остаться. Что-то тут такое вот считывается. Хотя женщина самоценная по себе. Может быть, вам где-то на пользу пошло бы где-то даже побыть самой собой наедине, для того, чтобы в полной мере осознать, чего вы хотите, и уже выбрать этот вектор развития
и предпринимать какие-то шаги, и уже может быть из позиции того, что вы идете, воплощаете свою мечту, свою какую-то жизнь, проживаете такую реальность. То есть вы не чьи-то, как вам сказать, вы не являетесь как игрушкой в чужих руках, вы отыгрываете свои сценарии, да, вот какие-то. Вот я просто вот по этим картам вижу, вот если бы вам как будто бы оставить вас на время, все от вас, ну не все, но те, которые люди, которые стараются вам навязать там какие-то свои сценарии, может, в сторону отошли, да, или вы от них отдалились, как будто бы женщине важно собственную ценность осознать, а вы правда ценные тут. Так, ладно, чем вы привлекаете, влюбляете в себя? Вот это я озвучила. Так, тут странные карты такие. Тут женщина, которая может как-то весь свой негатив, который там у каждого из нас, да, случается в жизни, там какие-то неприятности, проблемы, вы можете это все, вот мне так идет по этим картам, как-то правильно это все в правильное русло направлять в плане работы. Вот тут такое идет. То есть это женщина, которая, если действительно вас там достанут, там неприятности какие-то, вы не будете вымещать на более слабых. Знаете, как есть срываются, да, если есть там такого рода какие-то начальники, так сказать, которые с удовольствием где-то, если попадаются под руку какие-то подчиненные не вовремя, они срываются, там могут вымещать злобу, унижать. Нет, вам показали женщина, которая, ну, в этом плане она может держать себя в руках. Она, скорее, весь этот негатив она направит в работу, и это будет еще улучшение качества работы и результатов каких-то. То есть, ну, это достойно действительно уважения. При этом, как бы хреново не было, какой бы печальный опыт не был, тут печальный опыт в плане подставы, и что хочешь, может быть, вот такое мне идет. Как бы вы там ни злились, вы все равно ждете, ожидаете и прекрасно знаете, что вслед за какими-то неприятностями придет какой-то период, где будут хорошие новости, изменения этой какой-то ситуации. То есть я так это читаю, это ваш какой-то оптимизм, где-то философский подход к жизни, где-то умение, опять-таки, вот этот негатив не впускать к себе в сердце, да, относиться как-то все равно к этому, более-менее стараться относиться спокойней. И уж точно не переходить ни на личности, и, понятно, никого не гнобить, не унижать и не портить из-за там в моменте плохих новостей с кем-то отношения. Вот, мне так кажется, люди вас за это уважают, ценят. Где-то это где-то как тактичность, где-то это как умение обуздать свои какие-то негативные эмоции. А люди понимают, что вокруг вас тоже не всегда там сады цветут, да, и птички щебечут, что у вас в вашей жизни тоже могут быть проблемы. Но у них четко есть понимание того, что как бы вам не было хреново, и кто бы вам настроение не испортил, они не попадут под горячую руку. Они всегда могут в вашем лице люди встретить, ну, нормального в плане уравновешенного какого-то такого человека, который, ну, держит себя в руках, где-то за головой дружит, вот скажем так. Даже если накрывает, вы скорее будете в работу уходить с головой, чем там срываться на ком-то. Вот мне тут так показано. Так, привлекаете, влюбляете в себя. При этом они понимают, что у вас есть какой-то, как внутри, механизм. Вот если можно так назвать. Потому что карта воск — это из магической колоды. Я не буду тут как магию это считывать. Но тут в чем магия? Магия в том, что вы умеете сами себя как-то настроить, и в конце концов привлечь эти позитивные какие-то и новости, и как-то свою жизнь вот выстраивать, или направлять как-то свою жизнь в какое-то такое русло, где как нейтрализуется вот этот негатив весь. В принципе, как будто женщина умеет, она как процесс, то ли, самоочищения какой-то. Тут я даже не знаю, как это назвать, мне так идет. Ой, влюбляете, привлекаете.
Девочки, у кого-то тут карты такие, я не знаю насчет, как для вас это хорошо, но этим вы привлекаете, влюбляете. Если вы в союзе с кем-то, с каким-то мужчиной, да, в браке, в союзе, то тут я не вижу, чтобы вы там перекладывали там свои ответственности, обязанности, да, на этого партнера. Вы в полной мере, извините, тут лямку тянете, тямку лямите. Ну, тут как оно мне идет, я так и читаю. Не знаю, насколько это хорошо как для вас, как для женщины, но то, что мне показывают, я то и читаю. Тут где-то даже женщины могут, карта кольцо и лошадь, знаете, если даже у вашего партнера временно, там, не приведи Господи, проблему со здоровьем, потеря, там, что-то, как это, трудоустройство, да, в общем, потеря работы, да, временно не трудоспособен, еще что-нибудь такое, вот тут как будто бы вы тут можете даже эту тянуть лямку за двоих, за троих, то есть для вас важен союз, нет такого, что там партнер, ну, правда, бывает же всякое, бывает физически человека там заболел там мужчина, бывает там, ну, разного рода есть проблемы, да, подъемы, падения у всех есть, то вас видит женщина, которая тут поддержит всегда и подставит не просто плечо, а сама вытащит даже этого мужчину. Но это верность, это какое-то, знаете, такое, знаете, вас можно быть уверены в полной мере, как будто бы на вас смотрят, и вот даже там друзья в вас уверены, друзья, подруги, родственники, знаю, что вы не бросите, вы, если что, придете на помощь. Но какой ценой вам это дается, насколько вам в этом комфортно, тут тоже вопрос, знак вопроса, девочки. Потому бывает, когда все так привыкают, и тогда уже тебе самой, когда тебе хреново, уже тебе даже самой не дают иногда отлежаться и поболеть, да. И ты сама себе говоришь, боже, как же я буду лежать? Ну и что температура 39? Ну это же не 40, правда. Я же могу еще там поработать. И без меня как? Без меня никак. Люди уже привыкают часто так. Ну, как-то так. Тут аккуратно, девочки, по этим просто сочетание этих карт мне говорит о том, что где-то вот эта жертвенность может проходить, где-то желание закрыть потребности близких, родных, в первую очередь о них позаботиться. А о себе, может, уже вторично как-то вспоминаете или вообще не вспоминаете. И как должное. Может быть, программка как с детства. Если мама так тянула на себе семью, то и вы можете перенимать. Хотя сами мозгами понимаете, не хочу такого, не хочу, чтобы так было. А вот где-то вот как-то можете скатываться. И вас даже может спровоцировать. Высшие силы, если можно так сказать, могут провоцировать на вот такие какие-то подвиги ваши, назовем это так. Привлекаете, влюбляете. Так, ну, по дьяволу, знаете, тут привлекаете, влюбляете. Ну, если дьявол, это привлекательно, харизматично, сексуально. Тут какое-то такое сочетание карт. Знаете, вас видят очень яркой, веселой, общительной, вам рады в любом коллективе, любое застолье, праздник. Вот такая женщина, которая, если, знаете, как женщина, которая умеет радоваться жизни, несмотря ни на что. Тут нет уныния, нет каких-то там, я же говорю, тут ни капли, даже, может быть, к сожалению, тут где-то ни капли жалости к себе. Вот такое вот какое-то, мне так идет, вот так как вас считывают. Женщина, которая при тяжелом, может быть, какое-то стечение обстоятельств, тяжелые условия, может быть, работа, семья, вторая, третья работа, а вы еще умудряетесь где-то этот носик сдернуть, причесочку поправил, походка от бедра, где-то с подружками еще там весело щебетать, общаться, где-то друг друга поддерживать. Тут больше вы как будто бы поддерживаете даже людей. Ну вот как-то так. Но при этом вот, дьявол посередине и кольцо.
Мне тоже такое, как будто бы, кстати, многие могут на вас смотреть и думать, а почему она в каких-то находится отношениях, которые она уже переросла эти отношения. Зачем она типа тянет отношения с каким-то мужчиной? Со стороны людям кажется, что вам как будто бы совершенно другой партнер нужен, важен. Было бы вам бы было бы минимум удобней, минимум вы заслуживаете какого-то другого партнера. Вот тут вот как-то так вот идет, девочки. Опять-таки влюбляете в себя, привлекаете. По этой карте я могу протрактовать, что на самом деле женщина, тут я же говорю, вы можете и сами работать, зарабатывать, и какие-то бизнес-проекты новые, что-то тут крутиться, как белка в колесе. При этом на самом деле вы можете даже какие-то, знаете, и в отношениях быть, которые длятся, длительное время, да, уже срок длительный нахождения вас в этих отношениях. Может быть, с партнерами, с какими-то вашими. То есть это где-то верность ваша, где-то ваша, может быть, даже тут и, знаете, тут какое-то терпение, где-то упрямство. Тут даже какой-то, если по бизнесу, допустим, проект какой-то не приносит вам денег, там, ближайшие, там, какой-то полгода, год, два, знаете, другие бы плюнули, развернулись бы и там то ли с новым партнером бы что-то новое пробовали, то ли, в принципе, как бы сменили род деятельности. Не знаю, хорошо или плохо, так вот я читаю, как читаю. А вы можете там долгое время находиться в каких-то отношениях, дабы, не знаю, дабы, может быть, не разочаровать кого-то, дабы не лишить надежды кого-то. То же самое по работе. Может быть, даже уже в коллективе в каком-то, да, вы и ощущаете, что, это уже я переросла это все, мне нужно двигаться дальше. А если понимаете, что люди в вас нуждаются, или же как будто бы, тут, понимаете, такой подтекст. Чем привлекаете, влюбляете, тем, что на вас можно положиться. Но где-то опять такое проходит, что вот как отчасти какая-то жертвенность. Людям-то от этого классно, они выигрывают. Ваши партнеры там в семье, близкие люди по бизнесу, там коллеги по работе. От этого только выигрывают, потому что выигрывают, правильно сказала, выигрыши. Потому что как будто бы вы готовы ждать, вы готовы давать шансы по этой карте, вы готовы вкладываться. Тут как будто бы вот так. А вы где в этом? То есть это все для них. Может быть, конечно, это страх перемен, но тут, мне кажется, не совсем такое. При этом еще умудряетесь веселиться, радоваться жизни, радоваться в моменте чему-то. Как будто бы женщина, вот еще тут такой подтекст, умеет радоваться тому, что у нее есть. А это очень много. Тут это замечательное качество, радоваться и ценить то, что у вас есть. Вот при всем при этом со стороны на вас смотрят и думают, да она заслуживает лучшего в 1000 раз. Как будто бы вот такое вот. Но насколько они вас тоже знают, может быть, не всем мы показываем свои теневые стороны. И не все догадываются, да, идеальных нет. Так. Чем привлекаете, влюбляете? Знаете, при желании, да, вы могли бы быть тут классным манипулятором на самом деле. Вы хорошо знаете психологию. Если тут, я не знаю, насколько это отражено в вашей жизни, но тут карта провокации, представления. Какой-то прям талант у вас есть. Не знаю, не обязательно актерский, но тут даже если в любовной сфере в какой-то, знаете, вы можете, вот тут карта провокации, как-то себя так, может быть, если вам нужно заинтересовать какого-то мужчину, да, вы знаете вот эту грань, где можно вот это вот провокационно как-то себя повести,
при этом не перейти какую-то грань, чтобы это не выглядело там слишком явно, там провокация там на ревность или провокация еще на что-то. То есть вы можете вызвать этот интерес. Но это обязательно, не обязательно же ревность, не обязательно с партнером, в смысле мужчина. Это может быть провокация даже, ну, в коллективе в каком-то, да, где-то вовремя интерес к себе подогреть, где-то фокус внимания на себя обратить, да, где-то вовремя провокация разного рода может быть. Где-то вовремя какое-то нужное слово сказать. Вот тут что-то такое идет мне. Ну, то есть для вас тоже, наверное, важно быть где-то в центре внимания. Ну, иногда, наверное, да. Но при этом карта представления. Знаете, мне так идет, как будто бы по большому счету вам это не совсем это, вам это нужно и важно. Просто иногда, если вам нужно, почему я заговорила о манипуляциях, если вам нужно чье-то мнение, интерес какого-то человека, вы легко можете вот как-то все это так преподнести, как-то все обыграть, и легко вы получаете и интерес человека, и интерес, заинтересованность, она уже и какой-то результат, который вам нужен. Тут как-то так вот. То есть вообще, в принципе, для вас как будто проблем нет. Не знаю, что-то так интересно проходит. Так. Вообще по вот этим картам мне идет, вас женщины считывают очень сильной соперницей. Где-то кто-то не прощает вам вот эти вот ваши какие-то провокации, представления, которые вы разыгрываете. Уже не знаю, о чем это. Ну, о чем это? Вот карта Арлекина, это, знаете, она читается в этой колоде часто. Она читается как это что-то нетрадиционное, нестандартное. То есть будет, допустим, 100 девушек, да, там красивых каких-то, не знаю, каких-то образованных, с интеллектом, с каким-то там зашкаливает. Но у вас какое-то то ли мышление, то ли какие-то поступки вы какие-то будете совершать, то ли в принципе как-то себя транслировать. Ну, в общем, настолько это будет нестандартно, это будет как-то выделяться из общей толпы, то есть вас заметят. И противостоять этому вообще нереально, это трудно этому противостоять. Это как какие-то у вас, ну, не обязательно там даже философский склад ума, у вас какое-то, может быть, мышление, может быть, как-то с юмором о чем-то говорите. Опять, может быть, представление сюда можно... Я уже не знаю, девочки, что это. А у кого-то даже элементарно умение себя преподнести в плане внешности, подчеркнуть какие-то ваши плюсы, достоинства и фигуры. Может быть, даже тембр голоса, может быть, даже умение где-то находить подход к какому-то человеку, к любому. Ну, вот тут что-то такое у вас есть, вот, чуть ли не хотел сказать Матахари, да? Ладно, тут какой-то такой у вас потенциал, кстати, дремлет. Вы могли бы, прям по этим картам мне идет как вот, правда, могли бы быть хорошим политтехнологом, да? Ладно, не знаю, почему-то такое. Женщина, которая хорошо знает психологию, могла бы пользоваться этими какими-то уловочками, трюками, дабы даже свою жизнь сделать, может быть, качественно лучше. Ну ладно. Так вот эти вот какие-то женщины, соперницы, они тут карта мстительность, они смотрят, запоминают все ваши какие-то вот эти вот выходы, все ваши какие-то выражения, что-то тут такое вот, я не могу понять. А по вот этим картам еще как будто бы вы чувствуете эту опасность, вы, может быть, даже понимаете, кому вы тут где-то на пятки, это на мозоль, да, наступили, на больную, где-то, может быть, даже какой-то мужчина, если там женщине, сопернице он нравится, а тут
как-то вы так себя повели, может, даже и неосознанно, может, он вам 100 лет в обед и не нужен, а он вас обратил внимание. И тут вот хоп, ждите. Мстительность. Женщина затаила на вас, мягко говоря, обиду. Как минимум себе галочку поставила, что вы опасны. Но при случае надо как-то вас отвадить от него подальше. Но вы как будто бы где-то даже карта опасность тут. Вы замечаете эту опасность. Ну вот где-то как по лезвию бритвы ходите. Именно с соперницами. Я не знаю, именно женщин мне это подсветили. А знаете, женщины же, они везде. Они же даже, не обязательно тут это будет в личной жизни пересечение. Это может быть конкуренция по работе. Тут то же самое, может быть соперничество какое-то. Но мне вот по этим картам вы привлекаете, влюбляете в себя еще, знаете, чем? Тем, что особо вы по этому поводу не заморачиваетесь, как будто бы где-то даже вот играючись. Вот там карта, это было нестандартно, да, Арлекин. Где-то как-то живете своей жизнью, при этом постарайтесь кайфовать в моменте, особо даже не задумываясь тут. Мало ли кто что обо мне подумает, мало ли каких я там врагов и соперниц наживу. Какая-то легкость есть во всем этом. Такое вот мне идет. Так, чем привлекаете, влюбляете? Ну да, вот со стороны им кажется, многим, карта игра, маска. О, вот интересно. Сейчас, девочки, доложу. Так интересно, вы даете такую прям огромное поле вот этой информации, объем информации для каких-то сплетен. Причем даже, знаете, вы сами по себе закрыты по карте замок. Именно от вас, о вашей жизни вообще мало чего узнаешь. Или информация такая, может быть, какая-то, знаете, односложная, какие-то ответы, как это правильно, ну вы поняли, да? Вопрос-ответ, да, нет. Там, особо вы именно не даете информации о себе, но люди, скорее всего, даже по вашему поведению, может быть, приписывают вам даже что-то, тут какие-то вот, считают, что вы как игру какую-то ведете. Вообще ваша жизнь как игра какая-то часть, ну так они считают. Скорее всего, тут женщины, потому что тут маска. Знаете, как будто бы вы можете сами говорить, что для меня неприемлемо. Тут карта воровство, хитрость. Воровство часто проходит как на стороне связи. Адюльтер, там, сами понимаете, романы какие-то. Карта хитрость, лиса, тоже какие-то многоходовочки, хитрости, обманы, подставы. Вы можете это говорить, что это вообще не мое, мне это не интересно, я не хочу в этом участвовать. Допустим, какие-то там склоки, заговоры, карта тучи, как будто бы от этого цвет лица становится хуже. В общем, но при всем при этом, как бы вы там ни говорили, а люди все равно, женщины, скорее всего, вам могут приписывать тут, ну или приписывать вам тут и романы какие-то, пытаться вас втянуть в свои какие-то многоходовочки и игры. Вокруг вас очень много сплетен. Вот тут вот, как будто бы. И вы для многих являетесь вот этим лакомым кусочком. Тут даже элементарно на свою сторону хотелось бы, людям хотелось бы вас перетянуть. Им бы хотелось, чтобы вы были, ну, как в их команде. Там игра идет, допустим, в коллективе, там 2 команды, да? Допустим, там разделяются люди. А вы, скорее всего, вы нейтральную какую-то позицию занимаете. Или, по крайней мере, уж точно вы не показываете, никому не рассказываете, там, на чьей вы стороне, да. Карта замок, как будто все очень много тайн. И вы стараетесь эти все тайны держать при себе. Ну, а им интересно, вот вы их привлекаете этим. Им хотелось бы как будто бы такого вот игрока, или такую женщину, или, ну, не знаю, работника такого. В принципе, как будто бы лакомый кусочек перетянуть на свою сторону. Дьявол опять вышел. Офигеть. Дьявол, луна.
М. Ну, смотрите, чем привлекаете, влюбляете. Ну, кто-то, может, считывает, кто-то понимает, кто-то знает, что в вашем прошлом была какая-то, может быть, история с мужчиной. Тут дьявол, луна. Ну, это как прям зависимость, как магическое сочетание. Вот это дьявол, луна, это капец. Это созависимые отношения, это прям магия, это что-то такое. Ну, тут смысл в чем? Вас считывают очень сильным человеком, который мог пройти через какие-то тяжелые отношения в прошлом, личная жизнь. Воин с мужчиной, мужчина, который принес боль, разочарования и вполне возможно, расстались. Но вы благодаря этому стали очень мудрой по карте Сова. Вас вот эту мудрость считывают. Может быть, отчасти интересно с вами пообщаться, даже на какие-то темы. Опять-таки, у кого-то, если знают, что вы увлекаетесь эзотерикой, таро, расклады, то психология, с вами могут любить, даже говорить. Нравится людям разговаривать на вот какие-то темы такие вот. Взаимоотношения мужчины и женщины, зависимости. Из той серии, как мы любим, девочки, что можно позволять, что не нужно позволять. Вот что-то такое в отношении себя. Ну, как-то так. Мудрые вас воспринимают. Ну что, хватит. Давайте еще посмотрим. Ладно, последнее, чем вы привлекаете, влюбляете в себя. Девочки, сейчас еще последнее. Все. Смотрите, чем влюбляете, привлекаете в себя. Тем, что вам самой собой не скучно. Очень многим девочкам, к сожалению, скучно. Они ищут или общение, или элементарно с кем-то быть, нужно рядом быть, чтобы не чувствовать себя такой какой-то одинокой, потерянной. Вам самой собой не скучно. Люди это считывают. Мало того, что не скучно, карта якорь, стабильность у вас ощущается у вас. Из корабей это... ценная, это очень ценная женщина во всех смыслах. Тут и в плане саморазвития. Женщина, которая не останавливается в этом развитии, планочку повышает. И тут материальный подтекст тоже. Женщина как будто бы уже обладает накопленным минимум опытом. Тут максимум опыт, материальное что-то. Уже есть чем похвастаться, да, скажем так. Другое дело, что вы не хвастаетесь. Но это тоже, скорее всего, привлекает. Женщина самодостаточная, вот этим привлекаете. Все, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.